Ирина Горюнова. Первый встречный муж. Лида сидела ночью одна в своем шикарном свадебном платье и рыдала. Слезы стекали по щекам, повисали на кончике носа, нахально затекали в рот. Руки нервно мяли белоснежную ткань шелкового платья, пропотевшего изнутри и мокрого от дождя снаружи. Проводить первую брачную ночь в телефонной будке. Об этом ли она мечтала? «Я устала, устала, устала», — повторяла она слова как мантру, в надежде, что кто-то вытащит ее из этого непрекращающегося кошмара, которым вдруг обернулся долгожданный праздник. Громокипящее веселье русского застолья с воплями горько плавно перешло в выяснение отношений, мордобитие и стриптиз на сцене одного весьма известного московского ресторана — Славянского базара. К тому моменту старшее поколение гостей предпочло ретироваться по домам, отдыхать, и усмирить разошедшуюся молодежь было некому. Каверзы матушки природы дали себя знать примерно в середине вечера, когда разгоряченные спиртными напитками гости начали перемещаться в другие залы ресторана в надежде на приятные знакомства. Неудивительно ли, что ушедший за свежими ощущениями свидетель со стороны жениха, Вовка, внезапно притащил к ним за стол еще одну девицу в свадебном платье с торжественным воплем. «Герк, друг, я нашел твою жену!» Девица глупо хихикала и не сопротивлялась. «Давай ее сюда, я ее буду целовать!» Закричал Гера и протянул вперед руки, чтобы подхватить внезапную добычу. «Гера, прекрати!» — воскликнула Лида. «Как тебе не стыдно?» «Ой, Вов, а у меня уже есть!» Немного удивленно воскликнул тот и ткнул в жену пальцем. «Во!» «Подумаешь!» — философски выразился свидетель. «Будет две, как это, в гареме!» «А что, мне нравится. Тащи!» «Гера, веди себя прилично, а то уйду», — пригрозила Лида. «Жена должна слушаться мужа. Вот», — изрёк Гера. «Так что твое дело маленькое. Будешь мне потом детей рожать, еду готовить, в церковь по воскресеньям ходить и... потом еще придумаем что-нибудь». «Совсем упился, скотина?» Вскочила из-за стола Лида и, еле сдерживая слезы, воскликнула. «А ну, выпусти меня отсюда!» «Да иди, подумаешь, шуток не понимает. Пойди, освежись, вот». Лида стремительно выскочила из-за стола и кинулась к выходу. Холодный ночной воздух немного привел ее в себя. Гера. Полгода назад девушку пленили его наглые холодные светло-серые глаза, квадратный подбородок и волевой изгиб насмешливых губ. Бурные ночи, когда все тело шалеет от обжигающих прикосновений и истекает огненной вулканической магмой, а потом ухает в бездонную пропасть. Не менее бурные дни и вечера, хмельной угар студенческих тусовок, завистливый шепот подруг — и шальная самодовольная мысль. «Он мой!» Сделали свое дело. Когда Гера предложил ей руку и сердце, Лида согласилась, не думая, представляя лишь роскошную свадьбу и свое торжество над другими, менее удачливыми соперницами. Разнузнанное осеннее небо истекало слезами, словно жалея глупую невесту в съехавшей на бекрень фате. «Девушка, вы тут почему одна?» Раздался приятный мужской голос. «Где же ваш супруг?» Лида медленно повернулась и, нацепив нервную улыбку, сквозь зубы процедила. «Мой муж?» Слово «муж» подчеркнуть 2 раза, чтобы выставить совершенно непроизносимый акцент презрения. «Мой муж в последний момент решил поменять одну жену на другую
Какая разница? Обе дамского полу, в белых платьях. Она осмотрела нежданного собеседника. Молодой человек в белом фраке, судя по всему, совершенно не выглядел опечаленным. «Наверное, это моя Настёна куролесит», — проговорил он. «Помните, был такой фильм «Меняясь местами»? А мы, судя по всему, поменялись парами. Непорядок. Давайте вашу руку, сударыня». «Зачем?» — удивилась Лида. «Пойдём меняться обратно». «Не хочу!» «Вот так поворот!» «Он меня обидел. При всех!» «Это ужасно. Тогда пойдёмте, я вас отведу в зал и скажу, что никому вас не отдам. Будете моей женой». Лида на секунду задумалась, но обида была настолько сильна, что девушка согласно покачала головой и ответила: «Пойдёмте». В зале веселье продолжалось. Из динамиков неслись запредельные децибелы варварских звуков. Кавалеры теряли ориентацию в пространстве и вместо талии хватали партнёр за грудь, стараясь оставлять как можно меньше свободного пространства между телами. Ослепляющая светомузыка резала глаза и придавала всему действу вид дьявольского шабаша. Алые блики зловеще отражались на лицах. Отряд не заметил потери бойца, вернее, невесты. Более того, та самая Настёна восседала на коленях Геры и упоенно целовала его в губы. «Вот так Петрушка», — присвистнул незнакомец, державший Лиду под руку. Та попыталась вырваться и убежать, но молодой человек крепко держал добычу и упускать ее не собирался. Его взгляд стал жестким. Гости стали поглядывать на вошедших, и пьяный гомон потихоньку затих. Вовка толкнул Геру и показал глазами, куда следует обратить взгляд. Настёна попыталась вскочить, но не смогла удержать равновесие и плюхнулась обратно на колени к Гере. Тот машинально обнял её за талию. «Валя, ты что здесь?» — глупо и растерянно произнесла Настёна. «Да вот, жену искал любимую», — произнес незнакомец. «И нашел. Или потерял. Это как посмотреть. Судя по всему, новоиспечённая мадам Митрофанова изволила надраться в стельку». «Это просто шутка!» Жалко пролепетала та и медленно скривила рот, собираясь бурно и со вкусом зарыдать. «Тихо, тихо, тихо!» Голос Валентина напоминал вкрадчивое шуршание осенних листьев. «Вот этого не надо. Ни к чему на свадьбе слезами исходить. Ты лучше выпей. Водочки. А мы...» Он посмотрел на девушку, чья рука лежала на сгибе его локтя. «Мы пойдем. «Лида!» — позвал Гера. «Лида, иди сюда!» «Уже иду», — буркнула она и не сдвинулась с места. «Лида не хочет», — озвучил позицию той Валя. «Она хочет со мной. Мы, типа, поменялись». «Мужик, ты чё, больной?» — взревел Гера. «А ну отпусти её!» «Да я не держу», — пожал плечами Валя. «Ты не понимаешь, что натворил?» «Я сам разберусь. Вали отсюда!» — зарычал Гера. «Давай не так грубо и пошло. Свадьба всё-таки. А у тебя на коленях моя жена». Гера решительно свалил Настёну на соседний стул и вскочил из-за стола, пытаясь пробиться на свободное пространство для выяснения отношений. Но ноги гостей и ножки тяжелых дубовых стульев мешали ему совершить нужный маневр. К тому же на шум прибежали друзья Валентина. Весьма крепкие ребята, связываться с которыми Гере показалось неразумным.
«Ну и валите отсюда!» — произнес он с чувством и налил себе полный стакан водки. Более находчивая Настёна предпочла пролезть под столом и оказалась перед Валентином и Лидой, стоя на карачках. «Зачем же так унижаться?» — насмешливо проговорил Валентин. «Сегодня свадьба, а ты уже передо мной на коленях ползаешь. Что дальше-то будет? Сапоги начнешь лизать? Встань!» Он повернулся и решительно потянул Лиду за собой. Та медленно пошла рядом, послушная, как тряпичная марионетка, управляемая искусным кукловодом. В коридоре она остановилась и сказала: «Спасибо, Валентин. Я вернусь, заберу вещи и поеду домой». «Продолжение знакомства не желаете? Может, первую брачную ночь?» «Вы в своем уме? Или сбрендили от увиденной картины? Я себя не на помойке нашла, чтобы вот так, с первым встречным». «Мужем, вы хотели сказать. С первым встречным мужем. Не думал, что сойду за мусор. Пожалейте несчастного влюблённого, впавшего в прединфарктное состояние от разбитого сердца». «Угу, меня бы кто пожалел». «Я вас пожалею, честное слово». «Благодарю, не стоит». «Ну, как хотите. Я всё-таки достаточно джентльмен, чтобы не навязывать даме своё общество. Может, вас просто отвезти домой? Обещаю, я не буду к вам приставать. Если хотите, даже из машины не вылезу, чтобы попрощаться». «Не стоит. Хочу побыть одна». Она сидела в тесной телефонной будке, похожей на гроб, с этими дурацкими букетами цветов, среди которых совершенно нечем дышать. Зачем она прихватила с собой весь этот гербарий? Эти траурные венки, превратившиеся в поминки ее свадьбы. Говорила же ей мама: «Не спеши, доченька, поживите вместе, там видно будет». Нет, ей же надо было всем нос утереть, доказать, что она лучше всех и сама знает, что ей надо, а что нет. Доказала. Лида залилась очередной порцией горьких и безутешных слез. Никакая французская тушь не выдержит такого количества влаги, и потому гламурно-брачный раскрас лица тут же превратился в воинственную физиономию индейского воина, стоящего на тропе войны, судя по извилистым полосам, оставленным на щеках невесты. «Разрешите позвонить?» — спросил знакомый голос. Валентин приоткрыл тугую дверь стеклянно-металлического убежища сбежавшей Лиды и протянул ей руку. «Вставай, отвезу домой». «Не поеду», — вновь заупрямилась та. «А ко мне поедешь?» — спросил он. «Поеду», — сама не ожидая от себя такого ответа, произнесла Лида и поднялась на ноги, пнув ни в чем не повинные букеты полузавядших роз и подхватив сумочку. Она проснулась от тихого голоса, с нежностью произносившего ее имя. Лида. Удивленно открыв глаза, увидела перед собой лицо Валентина и улыбнулась детской, немного смущенной улыбкой. Странно все получилось. Правда? «Странно», — согласился он. «Но правильно. Судьба дала нам возможность исправить ошибку. И мы ее исправили». «И что теперь?» «Как что? Сначала разведемся, потом поженимся». Конец книги. Читала Елена Лебедева.